Шо, зашел глянуть очередной обзорчик на God of War? Что ж, тогда советую устроиться поудобнее. Пс, если тебе понравился этот ролик, то не забудь подписаться, шмякнуть пальчик вверх и на колокольчик нажать, хотя я сам так никогда не делаю. God of War. Обойдемся без прелюдий. Эту игру можно смело назвать настоящей семейной драмой, но, тем не менее, со счастливым концом. Она по ощущениям дико напоминает The Last of Us. За тобой вечно плетется ребенок, который постоянно комментирует происходящее, причем умело и нетривиально, а также неплохо так помогает в бою. Допустим, я пробежался быстро по локации и случайно вернулся в то место, где уже побывал. Я-то, конечно, порой путаюсь в лабиринтах и запутанных локациях со своей памятью рыбки, но вот Атрей мне подсказывает. В общем, очень кстати. Там, где Кратос пробежит с каменным лицом, мальчишка охнет, ахнет или что-нибудь ляпнет эдакое, что вызовет у тебя приятную улыбку и волну эмоций. Кстати, папаша обожает затыкать нашего малыша, от чего несколько недоумеваешь. О! Стой! Следы оленя, свежие! Сюда! Теперь немного слов о том, что на самом деле обескураживает в игре. Первое. Это, безусловно, перемещение между уровнями локаций в стиле мамаши Макаки с новорожденным малышом. Мув достаточно медленный и поначалу раздражает, однако со временем привыкаешь и переводишь свое внимание на более важные вещи. Потом логически осмысливаешь причину такой реализации и понимаешь, ребенок не теряется, не появляется в неожиданных местах, плюс ко всему степень глубины неровности и сколов крайне скромная. Так что вряд ли юному воителю такой стиль оказался бы по плечу. Второе, это, как ни странно, отсутствие наличия свободного прыжка. Это значит, что возможность прыгать тебе дают только там, где игра того потребует. А если вздумаешь пикнуть, ну и пищи, сколько нолик не жми, ты не сдвинешься с места. Третьим и самым досадным является факт отсутствия возможности спрыгивать с уступов. Допустим, если я не хочу спускаться, и возможности падать со световых мостов. Я хочу упасть, дайте же мне свалиться, вам что, жалко что ли? Зачем столько невидимых кривых, ограничивающих свободу игрока? Если я и сорвусь, то только по своей вине. Вот это меня бесит в этой игре. Видали? А вдруг я не хочу спускаться? Вот почему он спускается? Это тупо. Графика. Я не графодрочер, посему картинка порядочно порадовала мой глаз. Художники отлично поработали над освещением, хотя многие даже и не замечают этого. Вдобавок я получил дополнительную порцию удовольствия от детальнейшей прорисовки поверхности и окружения, полета горящих частиц при сражении Кратоса с врагами, дыма и снега. Чувствуется, как они сидели, потели и вылизывали фотошопными кистями каждый пиксель, разрабатывая модели персонажей и окружения. Геймплей. Весь геймплей складывается из брожения по локациям, раскрытия створок с легендами, сбора полезных для крафта предметов и сражений с врагами с последующим получением опыта, и все ради великой цели, почти как в одних из нас. Хочется отметить, что система прокачки героев, да, вам не послышалось, пацаненка тут тоже можно прокачать. Богатая и навороченная. Первое время я бессознательно тыкал туда, где апается левел, но потом до меня дошло, что проще крафтить предметы с более высоким уровнем изначально и прокачивать непосредственно их. Данная система не даст вам быть супер ультимейт инвизибл ниндзя. Либо страдают первые, либо последние три показателя неуязвимости и силы, ну, иногда рандомно. С самого начала ты непрерывно задаешься вопросом, а где загадки-то? Они тут, безусловно, есть, правда, по большей части смахивают на микропазлы. Однако над ними в игре преобладает другой тип микрошарат. Поищи буковки, шлепни по ним топором. А порой и успей сделать это, и открой сундук, чтобы получить свою награду. Радует то, что иногда ради успешной сундучной экзекуции тебе необходимо открыть третий глаз и поискать повнимательнее. Система боя и способностей сперва может показаться нудной и однообразной, особенно мозолит глаз одни и те же анимации взмахов топора поначалу. О выборе оружия я вообще молчу. С первым поинтом поможет своевременная прокачка. Ну, тут я затупил, простите. Сперва у меня просто не было опыта, но он набирался долго, а потом я решил позабыть об этом и только где-то в середине игры вспомнил, что, оказывается, можно что-то качать. Ну а что насчет оружия, знаете, Кратос вернется к клинкам хаоса, и вы поймете, что топор – вещица знатная. Это что, фамильные клинки? Нет. Это клинки хаоса. Не бывать этому. А шо по классам врагов? Их в игре не так уж и много, однако разновидностей внутри самого класса предостаточно. Это драугры, волки, тролли, вельвы. На стримах я по ошибке называл их вульвами. Драконы,
кошмары, оборотни и некоторые другие. У каждого врага есть 3 типа ударов, которые присущи им в различной степени, в зависимости от их класса и уровня. Это у нас обычный, который можно сломить контратакой, средний, он же желтого цвета и пробивает вашу защиту, но не доставляет особых неудобств. И летальный, он красный, который достаточно словить пару раз, чтобы слечь. Ну, о сложности хочется сказать вот что. Если вы хотите, чтобы игра вас чпокала ежесекундно, то, пожалуйста, ставьте предпоследний уровень сложности. Но скажу одно, даже на среднем уровне, где-то в середине игры начинают появляться валькирии, которых просто так не убить. Эти твари умудряются перфорировать вас чаще, чем ваша реакция смогла бы срабатывать. Это все, конечно, не критично, вы можете поменять уровень сложности тогда, когда вам приспичит, если только, конечно, ваш выбор не пал на бога войны. Но, впрочем, если же вы не любите тратить свое время как я, играйте на среднем. Поверьте, игра все равно будет доставлять вам. И в конце концов, проведя около 6-8 часов в игре, я был ужасно разочарован. Честно, мне было скучно, я даже расстроился, поскольку брал игру на старте продаж, да еще и по предзаказу. И чтобы не жалеть о потраченных деньгах, я поставил перед собой цель – закончить полностью сюжетную составляющую, чтобы хоть как-то заглушить уныние. В итоге мое мнение изменилось, ведь где-то в середине игры у нас на поясе оказывается говорящая голова, которая отлично разбавила кисельную нудятину интересными рассказами. Мимир, именно так зовут голову, обильно общается с Атреем, и за этим любопытно наблюдать. Недоумеваешь, почему болтающаяся голова раньше-то не появилась. Об отношении героев. Проходя игру, ты не только выполняешь задачи, которые ставят перед тобой, ты становишься свидетелем семейных отношений. Кратос и его сын, 2 брата, гнома-близнеца, что вечно спорят друг с другом. Фея-волшебница и ее придурочный сыночек. Тебе интересно наблюдать за их диалогами и разборками. Ты догадываешься, что ими движет. По ходу игры наш мальчуган становится сильнее и сильнее, раскрывая в себе дух спартанского воина с помощью усилий отца. И ты понимаешь, он не просто хвост, что вечно тащится за тобой, он полноценный участник истории, твой союзник, который действительно нужен и важен для тебя. Даже немного привязываешься к нему. Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. В итоге игра получилась достойной. Я рад, что могу это сказать на полном серьезе, хотя с самого начала знал, как заморочились создатели. Потому и не хотел оставаться при первоначальном мнении. Стоит ли она своих денег? Ну не знаю, что сказать. Все очень относительно, и если для вас эта сумма не является лишней, лучше найдите в себе силы накопить на эту игрушу, если я все-таки смог вас заинтересовать. А пока, God of War была и остается моей самой любимой серией игр. А какая ваша любимая франшиза? Жду их названия у себя в комментах ниже. Жух!